Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram, фотографии ВКонтакте, в Одноклассниках. Можно всегда посмотреть. Сегодня предлагаю связать вот такие теплые, интересные следочки узором куриной лапки, да? Очень распространенный узор. Вязание с жаккарда. С изнаночной стороны никаких протяжек нет. То есть мы будем вязать узор без протяжек. Как вяжется такая красота, предлагаю посмотреть. У меня слонимская пряжа, шерсть плюс пан, 400 метров, 100 грамм, крючок 2,75. Начинаем вязать следок. Таким образом в кольцо. Наша задача набрать еще разочек, да, вот так вот мы делаем с вами кольцо. Вот. И в кольцо вытягиваем петельку и вяжем 1, 2, 3. Надо связать 20 столбиков с одним накидом. У нас уже есть 2. Вяжем и считаем 3, 4 и так далее. 20 столбиков с одним накидом. Провязали 20 столбиков с одним накидом. С соединительным столбиком присоединяемся к первому. Делаем воздушную петлю. И теперь наша задача провязать все столбики рельефными лицевыми. Вот так, за сам столбик вводим крючок, делаем накид и провязываем столбик с одним накидом. За сам столбик вводим крючок, делаем накид, провязываем столбик с одним накидом. То есть здесь место вкалывания не в столбик, а за столбик. Провязываем таким вот образом весь ряд. И в то же время, чтобы у нас не было дырочки, с обратной стороны нам очень хорошо нужно затянуть ниточку, завязать узелок, чтобы дырочек у нас никаких не было. Они нам не нужны. И продолжаем вязать весь ряд таким образом. Просто рельефные лицевые. Провязали 20 столбиков с одним накидом, присоединяемся к нашему первому столбику, делаем воздушную петлю и немножечко меняем. Наш первый рельефный столбик мы провязываем еще разочек. Первый столбик у нас всегда такой 1, 2. Некрасиво получился, перевязываем еще разочек. То есть наша задача провязать вот так вот 1 столбик и еще 1 столбик за основание первого и за основание второго. Наша задача провязать по 2 столбика и сделать увеличение. У нас было 20 столбиков, должно быть 40. Больше увеличивать мы не будем. 40 это на, прошу прощения, это на узкую ступню. Если ножка чуть полнее, значит мы изначально набираем 25 столбиков и увеличиваем до 50. 50 это ну прям на хорошую полную ножку. Больше и не нужно. Вот. В каждом провязываем по 2 рельефных столбика. Провязали по 2 рельефных столбика из одного. Соединяем. Теперь 2 ряда, воздушную петельку делаем. 2 ряда мы будем вязать с вами просто все столбики. Вот у нас сейчас должно получиться 40 рельефных столбиков. Мы их вяжем. Больше ничего увеличивать не будем, просто вяжем каждый столбик сам по себе. 2 рядочка разделяем. 1, 2. Вот. 2 ряда вяжем таким способом. И потом 2 ряда вяжем рельефный столбик и просто столбик. Чередуем
Должен такой вот узорчик получиться. Рельефный, простой, рельефный, простой, рельефный, простой. 2 ряда просто рельефные и 2 ряда чередуем с простым. Вот такой у нас получается мысок. Из 2 мы провязали по одному 2 рядочка и 2 рядочка рельефный или и просто столбик с одним накидом. Что это значит? Рельефный и столбик с накидом. Следующий рельефный и столбик с накидом. То есть вот таким образом 2 рядочка надо провязать. Чередование. Просто столбики рельефные, потом мы один рельефный заменяем простым, а второй рельефный также вяжем рельефным. И получается имитация резинки. Идем дальше. Теперь мы начинаем вязать узор. Набираем 1, 2, 3 воздушные петли. Это первый столбик, второй столбик. В третьем столбике мы должны поменять ниточку, не довязывая до конца столбик. Привязываем контрастную нить. Вот так вот. И следующий столбик у нас уже будет оранжевым. Оранжевый. 1. Не довязываем до конца. Набираем коричневый. Теперь 3 коричневых, но оранжевую ниточку держим. Внизу провязывая ее тоже. 1, 2, 3. Меняем на оранжевую. Коричневую внизу держим, мы вместе с коричневой тоже провязываем. Оранжевую меняем. Узор таков первого ряда. 3 коричневых, 1 оранжевый. 1, 2, 3. Такой жаккард крючком. Мы уже с вами вязали. Эту технику я уже показывала. Она совсем не сложная, а вязать интересно. Вот такой первый ряд. Довязываем наш рядок. 3 коричневых, 1 оранжевый столбик. Оранжевым довязываем. Заканчиваем оранжевым и присоединяемся в самое начало нашего столбика. Вяжем 1, 2, 3. Это первый столбик, второй столбик, второй столбик. Там, где коричневый, нужно провязать коричневым. Значит, второй столбик нам нужно завершить коричневой ниточкой. Коричневый столбик меняем на оранжевый. И задача тоже простая. 1 столбик, 2 столбик. Не забываем внизу коричневую ниточку тоже протягиваем. Вот она у нас. 3. 3 оранжевых меняем. И 1 коричневый столбик меняем. 3 оранжевых. 1, 2, 3. И 1 коричневый. Подтягиваем и опять. То есть немножечко задача меняется. Было 3 коричневых, 1 оранжевый, теперь 3 оранжевых, 1 коричневый. Вяжем. Довязываем второй ряд. Столбик провязали. Там, где у нас был столбик, тоже столбик. Да? Присоединяем. И вяжем 1, 2. Теперь рисуночек немножко меняется. Нам нужно добавить в третью петлю коричневую ниточку, потому что следующий столбик у нас коричневый будет. Всего раппорт узора 4 ряда, и нам их нужно заполнить. Первый ряд, 1 оранжевая, 3 коричневых. Второй ряд, с оранжевой выходит 1, 2, 3. Теперь третий ряд. Там, где у нас оранжевая, меняем на коричневый цвет. Заменяем оранжевое. И вяжем там, где был коричневый цвет. 1, 2. Коричневая ниточка у нас внизу, чтобы не потерялась и чтобы не было протяжек с той стороны, таких вот, да, больших.
меняем на коричневую ниточку и вяжем 1 столбик коричневый, 3 оранжевых. На самом деле запоминается все легко, просто сейчас пока вам кажется, что это не запомнить, а потом все это легко запоминается. Всего лишь 1, 2, 3, 4 рядочка, которые легко будет запомнить. Они повторяются, поэтому и опять вяжем 3 оранжевых, раз, не забываем подтягивать ниточку коричневую внизу, 2, 3, меняем, и опять меняем, вот, и вяжем 3 оранжевых, 1 коричневый столбик с одним накидом. Узор получается очень симпатичным, поэтому не боимся пробовать. Ведь можно просто попробовать, правда? Что должно получиться? Вот так вот. Первый ряд. Второй ряд. Раз, два, три оранжевых, 1 коричневый. Третий ряд. Раз, два, 3 оранжевых, 1 коричневый. И четвертый ряд. 3 коричневых, 1 оранжевый. Все начинается с самого начала. 1 оранжевый, 3 коричневых. 3 оранжевых, 1 коричневый. 4 рядочка, и наш узор готов. Заканчиваем третий ряд узора. 2 столбика провязали, третий у нас был уже провязанный, мы к нему просто присоединяемся. И четвертый ряд нашего красивого узора. Мы вяжем 1, 2, и нам нужно перейти на коричневый цвет в следующем столбике. Поэтому третья петля коричневая. Там, где у нас коричневый столбик, вяжем коричневый. Оранжевая внизу ниточка. 1. Теперь мы меняем 2, 3. То есть у нас с вами так. 1, 2, 3, и оранжевый остается последним столбиком. Оранжевая ниточка. И узор 3 коричневых, как в самом первом ряду. Вот они у нас идут. 1, 2, 3. Вот они. 1 оранжевая. Теперь опять 1, 2, 1, 2, 3. Вот. Можно, схему я, конечно, обязательно оставлю. Схема будет в сообществе. Сообщество находится на главном канале под аватаркой, то есть под моей фотографией на схему. А можно вот сделать, поставить в стоп и смотреть по следочку. Первый ряд, второй, третий, четвертый. 1, 2, 3, 4. И вязать таким образом. У меня получилось 1, 2, 3 оранжевых целых узора и 1 рядочек. Но это опять же по длине моей стопы. Вот. Предлагаю вязать и смотреть на узор наших рядочков. Либо на носочек, либо на схему. Провязываем до пяточки, то есть вяжем рисунок, меряем на ножку до пяточки. Потом дальше. Провязали несколько рядочков таким замечательным красивым узором. Нужно иметь в виду, что этот узор немножечко сужает, очень делает плотным следочек. Если вы хотите связать более свободно, значит набрать надо чуть больше, может быть, да? Связали до пяточки, то есть померили до пяточки, все здорово. Теперь я оставила в центре 8 столбиков и не стала их вязать. То есть вот здесь вот у нас уже будет идти подъем ноги, и мы вяжем просто следочек. То есть просто-напросто столбики провязали,
Делаем 2 воздушные петли подъема и вяжем столбики в обратную сторону. Вот таким ровным вязанием вяжем пяточку, то есть наша задача провязать рядочков 10, обычно мне это занимает. Рядочков 10 связали, измерили. Если все хорошо, то сшиваем шов на пяточке, и наша задача будет еще обвязать наш теплый следочек. То есть вот очень простым образом я всегда делаю подъем не 3 воздушные петли, а 2, когда вяжу с разворотом, потому что 3 воздушные петли подъема это будет некрасиво, неаккуратно. И мы вяжем всегда 2 воздушные петли подъема. Довязали до последнего столбика, 2 воздушные петли сделали, разворачиваемся, вяжем обратно. Наша задача провязать ровным полотном нашу пяточку. Впереди вот я оставила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и даже 9 столбиков. Вот, ну тоже надо мерить по ножке, как будет хорошо сидеть. Вяжем пяточку. Я провязала 10 рядочков туда и обратно. Теперь поворачиваем на изнаночную сторону и сшиваем. Сшиваем очень просто. Столбик без накида. Вот так вот соединяем. Разворачиваем в обратную сторону, чтобы было удобно вязать. И провязываем столбик с одной стороны, столбик с другой стороны. Столбиком без накида. Я обычно так делаю. Шов получается ровный, аккуратный. И очень часто меня спрашивают, насколько такая пяточка удобная, она простая, прямоугольная, скажем так. Я ношу свои следочки всегда сама, дарю родственникам. Все довольны, носят, всем нравится. Поэтому рекомендую без всяких таких вот сложных моментов. Вывязывание пяточки, связали ровный прямоугольник, сшили шов, и у нас пяточка будет готова. Довязали до конца в обратную сторону, чтобы ниточку не отрезать. Я соединительными столбиками по шву просто возвращаюсь в обратную сторону, чтобы вязать дальше. Теперь наша задача сделать обвязку. Обвязка может быть низкая, это будет следочек, может быть высокая, это будет носочек. Обвязали, вывернули пяточку нашу, разворачиваем вязание, вот она пяточка, лицом к себе, делаем 3 воздушные петли, и наша задача провязать столбики с одним накидом по всему периметру, там где у нас будет щиколотка. Не чистим, допустим, за столбик провязываем. Сложность в том, что здесь нет точных столбиков, и нужно вязать на одинаковом расстоянии. Вот. Можно вязать за столбик и потом между. Опять за столбик и между. То есть сильно часто не делаем. Ну и сильно редко тоже не нужно. Вот. Первый ряд провязываем столбики с одним накидом. А потом можно связать резиночку, как мы с вами вязали мысок. То есть рельефный столбик простой, рельефный простой, рельефный простой, чтобы наш узор на щиколотке совпадал с узором на мысочке, чтобы это был у нас один стиль. Поэтому провязываем столбики с одним накидом. Так, это слишком часто будет. И потом провязываем несколько рядочков рельефными столбиками. Как вам, допустим, захочется, как вам на ту длину, которая вам понравится, вяжите, смотрите. Вот здесь, где столбики, мы ничего не уменьшаем. Мы вяжем столбик и столбик. Все. Ни больше, ни меньше, как есть. А сбоку мы провязываем уже, пытаемся на одинаковом расстоянии сделать столбики наши.
Провязала я 4 ряда резинкой. Рельефный столбик и простой. Вот. И получился вот такой теплый носочек. Резиночку вяжем на свое усмотрение, кто какую любит. Сейчас можно короткие носочки, но можно связать и стандартные подлиннее. И вот такой у нас узор. Теплый за счет того, что мы внутри провязывали, вторую ниточку протягивали. Теплый такой носочек, следочек. Интересным узорчиком. Протяжек здесь нет с изнаночной стороны, потому что мы их все вязали. Вот. И такой вот интересный получился у нас носочек из остатков пряжи. Оранжевого там буквально немножечко, и грамм, наверное, 30 коричневый. То есть, когда остатки остаются, можно вот таким образом использовать. Огромное спасибо. Если вы досмотрели ролик до конца, это очень важно. Обязательно пишите комментарии. И предлагаю присоединиться ко мне и связать теплые, уютные, красивые носочки. До новых встреч!